Я недавно гуглил, в Петербурге медианная зарплата 85. Стоит подтянуть? Стоит потянуть, конечно. Крах фондового рынка 2026. Что мы будем делать? Давай перечислим от самой важной компании до самой менее важной, в которую ты меньше всего веришь, из 13 компаний. Назови 3 финансовые ошибки, которые 90% россиян совершат в 2026 году. Какое будет будущее? То есть мы можем на что-то надеяться на основании каких-то статистики прошлых периодов долгосрочной. Но даже если мы возьмем большую статистику, все равно не факт, что в будущем будет так же, как было. Многие в этом году ожидают рост налоговой нагрузки. Это значит, что доходы населения, они упадут. Как спасаться? Что надежнее сегодня? Это золото, это валюта или дивидендные акции, может быть, облигации. Вот именно надежность. Я думаю, что ни золото, ни валюта не надежны. Я тоже боюсь рубля, но я боюсь еще и криптовалюты и долларов. Потому что валюта — это обещание. Это просто, по сути, резаная бумага. Основана на вере, как я уже говорил. Друзья, прежде чем начать выпуск, поддержите канал лайком, подпиской и колокольчиком, чтобы не пропустить новый выпуск. Для вас это секунды для алгоритмов сигнал, чтобы как можно больше людей узнали, как инвестировать осознанно. Меня зовут Владислав Никонов, я основатель социальной сети про инвестиции и финансы «Базар». И мы начинаем. Крах фондового рынка 2026. Что мы будем делать? Как ты, готов вообще честно говорить о том, что у нас будет в 2026 году? Всегда. Прозрачность — мое второе имя. Отлично, это очень важно. Только давай честно, 26 год — это год выживания или возможностей? Я думаю, всегда и год выживания, и год возможностей. Ты знаешь, у меня есть кореш. Опять я захожу с козырей, с историей про корешей. И вот у меня есть лучший друг Митяй, и у него папа Сергей Анатольевич. Он же, к сожалению, умер, царствие небесное. И Сергей Анатольевич застал все 90-е в разгаре. И вот все говорят, 90-е жопа, там, ну и правда это жопа, это очень сложное время. А Сергей Анатольевич вспоминал о них с ностальгией, потому что у него все было офигенно. Так что для кого-то может быть сложное время, а для кого-то время возможностей. Да, это справедливо. Если завтра все ухудшится, что первым делом должен сделать обычный человек, чтобы не потерять деньги? Ты меня прям ставишь в тупик. Я не знаю, что делать обычному человеку, но я могу пофантазировать на эту тему. Я, в общем-то, не какой-то необычный, как мне кажется. Я обычный человек, работаю блогером, живу в Петербурге. Я могу рассказать, что я буду делать. Я буду делать ровно то, что я делал в 2025-м. Каждую неделю покупать дивидендные акции на российском фондовом рынке. Потому что я уверен, что если ты чем-то занимаешься, то у тебя есть какой-то шанс стать в этом более-менее профессионалом. Как-то что-то разобраться. Если ты будешь скакать между разными типами активов и пытаться угадать, что в ближайший год будет лучше качать, в этом году недвижимость, в этом году депозиты, не знаю, что еще популярно, ОФЗ, какие-нибудь крауды, IPO, скорее всего, ты не угадаешь. И есть ребята среди моего окружения, которые пытались угадывать, которые в 100 раз умнее меня, и у которых не получалось. В самые неудачные моменты по итогу обменивали один актив на другой. И я вижу только одну успешную модель, точнее 2. Первая успешная модель — это когда ты в одном типе активов сидишь и как следует в нем разбираешься. Например, если ты в акции инвестируешь, сиди в акциях. Нормально разберись, классно. У тебя и доходность нормально будет. Ты будешь риски понимать, про эмитентов все будешь знать и так далее. Или хочешь в облигациях. Есть классный сектор высокодоходные облигации. В них есть риски, очень много эмитентов. По-моему, 8 тысяч компаний сейчас на российском фондовом рынке облигации выпускают. И даже с учетом повышенного риска и требований по диверсификации, тоже на облигациях можно 25 годовых делать. Есть прям примеры перед глазами. Хочешь недвижимость? Недвижимостью занимайся. Где любовь, там и копай. Вот смотрите, утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с приложения «Базар». Здесь инвесторы делятся своими мыслями, опытом, графиками и кейсами. Все по делу, без воды. А вот рейтинг можно посмотреть, кто реально показывает результат и кому действительно важна репутация. И все это бесплатно в приложении «Базар», в социальной сети про инвестиции и финансы. Здесь уже тысячи людей развиваются в теме финансов и инвестиций. Ссылку я оставлю в описании в закрепленном комментарии. Увидимся в «Базар». А мы продолжаем наш подкаст. Либо вторая модель поведения. Когда сидеть во всем. И ты каждый год будешь в чем-то дурак,
но в чем ты будешь умный. И это в целом тоже на долгосроке нормально работает. Вот я буду дальше сидеть пока в акциях. Такой мой план. Есть ли акции, которые ты вообще избегаешь? То есть вот акции, которые прям посоветуешь даже избегать? Слушай, я избегаю большую часть акций на российском фондовом рынке. И знаешь, мне кажется, хорошая будет аналогия. Вот ты когда какую-то компанию себе в портфель покупаешь, если ты долгосрочный инвестор. Я же не торгую акциями, у меня нету трейдинга. Я не пытаюсь вот что-то там, какую-то идею выкупить сейчас, чтобы через полгода продать. Я хочу купить какую-то компанию, которой я буду владеть долго. Ну, как бы громко звучит всю жизнь. Я в это, конечно, как бы не знаю всю жизнь, не всю жизнь. Но прям вот долго. Десятки лет. По накалу и по уровню решения это почти как жену выбрать. Ну, ты же не будешь как бы с первой попавшей. Ну, как бы ты, может быть, я, конечно, не знаю, какая у тебя модель поведения. Мы, если что, никого не осуждаем. Но в ЗАГС, наверное, не пойдешь сразу, как минимум. И с акциями тоже. И вот я веду публичный портфель, о котором я в Телеграме рассказываю, ну, чтобы показать, как это все работает на своей шкуре, на своих деньгах. 15 месяцев ему сейчас исполнилось, уже 16. Я туда выбираю очень осмотрительно компании. Даже иногда мне хочется больше диверсификации, но я все равно держу себя в руках. Потому что, ну, не надо набирать говна всякого в портфель, если ты хочешь на много лет купить компанию. У меня там сейчас всего 12 компаний. Вот, может быть, 13-я. Появится, может быть, нет. Давай перечислим от самой важной компании до самой менее важной, в которую ты меньше всего веришь, из 13 компаний в твоем портфеле. Ну, давай, наверное, топ-3. Вот. Топ-3 уже хорошие будут заход. Это Лукойл. У меня 25% Лукойл до сих пор в портфеле. Было 30, и я потихонечку уменьшаю его долю. Портфель маленький, и я не вижу проблемы в большом перекосе в сторону одной компании. Ну, потому что у меня достаточно большие довнесения. Даже если с Лукойлом что-то случится, но я эту ситуацию выправлю. А фундаментально, я думаю, Лукойл классная долгосрочная компания, несмотря на текущие там все проблемы с санкциями там, и так далее. Первое место Лукойл. Второе место Сбербанк привилегированные. У меня сейчас чуть-чуть меньше 15%, хочу дотащить до 15%. Самый крупный банк страны. Я думаю, что почти каждый житель России клиент Сбера. Отличная дивидендная история. Не платили они вот за последние 20 лет, по-моему, всего один раз. И то там было, специальная военная операция началась, и было распоряжение Минфина, что мы рекомендуем банкам воздержаться от выплаты дивидендов. Хотя и бабки зарабатывали, все нормально было. И третье место у меня — это Ленэнерго привилегированная. Это компания, которая владеет всякими там проводами, подстанциями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И они берут за перекачивание электричества по этим проводам деньги. У них есть тарифы. Тарифы индексируются, то есть они нормально переживают инфляцию. И берут деньги за подключение. В Петербурге достаточно много предприятий сейчас развивается. Все в порядке у них. И новые мощности в строй ввозят. Вот топ-3. А что надежнее сегодня? Это золото, это валюта или дивидендные акции, может быть, облигации? Вот именно надежность. Я думаю, что ни золото, ни валюта не надежны. Потому что золото обеспечено вообще чем? Это бесполезная херня. Золото столько стоит просто потому, что его готовы покупать. Чем обеспечена валюта? Или, не дай бог, криптовалюта? Верой одних людей и других в то, что она что-то стоит. И люди между собой меняются какими-то ценностями за вот этот объект. Но реально валюта сама по себе или золото само по себе, оно не генерирует никакой ценности. И мне кажется, надежные активы на все времена, надежные варианты инвестиций, это что-то, что генерирует ценность. То есть, грубо говоря, тебе нужно стать владельцем средства производства. Давай 3 примера. Вот самый утрированный пример. Это надо купить перфоратор и самому им херачить. Вот средства производства. И он у тебя окупится там за 10 дней. Ну, не знаю, за 2 недели, за 3. Пример посложнее. Ты купил квартиру у метро, сдаешь. Какой-то семье негде жить. И они готовы платить тебе, чтобы им было где жить. Чтобы был уют, крыша над головой. Тоже очевидная ценность. Зачем это нужно? Какую пользу дает квартира? Доля в бизнесе. Это как перфоратор, только в чужом бизнесе доля. Вот у меня есть достаточно много акций Сбербанка. И я иногда прям думаю, захожу в какое-нибудь отделение Сбера, у меня Сбер первый, там отдельные офисы, очень прикольно. Такой думаешь, классно, я этого всего совладелец. Вот там, допустим, можно представить, что роутер мне принадлежит, или там какая-нибудь серверная стойка. Или, знаешь, по-питерски я в последнее время шучу. Какая-нибудь часть от симпатичной операционистки. Услышали. Как собрать финансовую подушку, если денег и так нет? Это реальность или миф?
Если денег нет, это, к сожалению, реальность. А как собрать финансовую подушку? Частый вопрос, как инвестировать с маленькой зарплатой. Ну, а финансовую подушку, я считаю, что это как бы часть инвестиций. У меня, кстати, финансовой подушки нет. Но это у меня отдельная стратегия, называется «Безумие и отвага». Но у нормальных людей она должна быть. Я считаю, что самое важное — начать. Вот хоть как-нибудь, хоть по милипусечке, начать как-то двигаться. Допустим, ну, если у тебя есть цель накопить, ну, начни по 2000 в месяц откладывать. Тебе по 2000 в месяц очень быстро станет скучно, сколько бы ты ни зарабатывал, и ты сразу придумаешь, как не в месяц, а в неделю по 2000 откладывать. Потом что-нибудь придумаешь, как еще подработать. Начнешь замечать какие-то возможности по увеличению дохода, которых ты не подмечал, потому что тебе не очень надо было. Ну, нормально же все, что жопу отрывать. Я прям это вот миллион раз замечал, реально. Называю для себя инвестиционной магией. Если человек начинает хотя бы по чуть-чуть инвестировать, просыпается азарт. Ну, азарт не в плане купить там «Газпром» сделать 100 иксов в ближайшие полгода там, и так далее. Это тоже просыпается, точно. Азарт побольше заработать и побольше вложить. И люди прям вот на этом топливе реально начинают сильно менять свою жизнь. Так что первое, начать хоть с чего-нибудь понемножечку, а потом появятся пути для увеличения дохода. Прям наверняка. А ты слышал, как бурно последние 2 года обсуждают бабушек-депозитчиц? Что думаешь об этом? Я думаю, что бабушки-депозитчицы сделали сейчас всех инвесторов в фондовый рынок как стоячих. Но это специфика инвестиций. Они сопряжены с риском. Депозиты не сопряжены с риском, если ты хранишь в одном банке до 1 400 000. Страхование вкладов, все дела. Понятный заранее доход, но если мы посмотрим на долгий период времени, то сейчас ситуация аномальная. Обычно депозиты лишь догоняют инфляцию. И заранее никто этого предсказать, что они будут высокими, не мог. И, как я уже говорил, из дохода по депозитам, из доходности по депозитам нужно вычитать инфляцию. Обязательно, чтобы понимать, какая доходность реальная. Такой период, но я могу, вот знаешь, статистика продажная, и я могу тебе привести практически про любой тип активов какой-то период, когда он был хуже, чем все, или лучше, чем все. Недвижимость, например. У меня была самарская квартира, и я очень хорошо знаю, я как бы тогда приценивался, и в 2008 году, когда был бум недвижимости, она стоила примерно 2 400. 2008 год. А в 2023, когда уже недвижка выросла, специальная военная операция началась, вот это вот все, она стоила 3. То есть, представляешь, она выросла на 25% за 17 лет. Не в разы, 25%. Доллары. Сейчас доллар стоит 80, а в 2014 году стоил 70. Хотя люди такие, доллар это надежно, валюта всегда растет. Нет, не всегда. Поэтому возвращаемся к моему тезису. Нужно выбрать что-то одно по любви и начать в этом нормально разбираться. Назови 3 финансовые ошибки, которые 90% россиян совершат в 2026 году. Я думаю, что самая большая ошибка будет, вот я вижу это просто раз за разом. Это попытка на всю котлету сделать что-то. То есть найти какую-то идею, которая вот прям в этом году сейчас стопудово качнет. И зайти туда прям всем капиталом или большим капиталом. Как правило, это не приводит ни к чему хорошему, потому что обычно же люди без опыта делают. И на всю котлету заходят в какие-то очень странные идеи. Дай бог, если это не какая-нибудь криптопирамида. Я видел, как много разных людей теряли все свои накопленные деньги за много лет в различных мошеннических схемах. Вот первая ошибка — зайти на всю котлету куда-то. Вторая ошибка — это не инвестировать вообще. Но если ты не в игре, если твои фишки не на столе, то и доходности у тебя точно никакой не будет. Третья, как мне кажется, ошибка, но со мной могут спорить и очень часто спорят. У меня есть YouTube-канал, и мне кажется, там под каждым видео такие есть комментарии. Мы не знаем, какое будет будущее. Никто не знает, какое будет будущее. То есть мы можем на что-то надеяться на основании каких-то статистики прошлых периодов долгосрочной. Но даже если мы возьмем большую статистику, все равно не факт, что в будущем будет так же, как было. Но это лучше, чем ничего, чтобы нам хоть на что-то опираться. Мы не знаем, в какой год акции вырастут, в какой упадут, в какой облигации обыграют акции или еще что-то такое произойдет. Вот ведь последние, допустим, 2 года бабушка-депозитчица обыгрывала всех инвесторов в российский фондовый рынок как стоячих вообще. Все отсали. Потому что рынок падал. Такие годы тоже бывают. И если ты сидишь в акциях, то как бы вот так.
показал доходность только отрицательную. Так вот, третья ошибка. Люди не понимают, какие активы и какие доходы подвержены инфляции, а какие нет. И, возможно, нас ждет период большой инфляции. Не знаю, ждет или нет, надеюсь, что нет. Но такой риск есть. Цены всегда растут, и как бы вопрос только, насколько они вырастут. Там, на 5%, на 10% за год, а может быть и на 50%, а может быть и на 100%. Я помню 92 год, мне, правда, 7 лет было, я так очень смутно помню, но тогда цены выросли в 25 раз, а за следующий год еще в 8. То есть, прикинь, у тебя, вот, допустим, буханка хлеба, я не знаю, какие были тогда цены, но вот она типа сейчас стоит, допустим, 10 рублей, а в 2028 через 2 года 2000. И, естественно, за таким ростом ни зарплаты не успевали, там, никакие индексации, ни банковские проценты. Короче, нужно понимать, в каких активах надо учитывать инфляцию, в каких нет. И если начинать учитывать инфляцию в своих инвестициях, то получается инвестировать в Сбербанк с доходностью, допустим, 10% дивидендной выгоднее, чем держать деньги на вкладе даже с доходностью 15% годовых. Многие в этом году ожидают рост налоговой нагрузки. Это значит, что доходы населения, они упадут. Как спасаться? Никак страдать. Население всегда страдает. Но и в целом у страны такой период, когда ей нужны деньги. И ей, нужно собирать налоги. Налоги и так, на самом деле, у многих достаточно низкие. Я видел там кучу расчетов, что там 70% мы платим, там 50% мы платим. Не знаю, вот у меня не так. Я плачу УСН, и это реально супер низкий налог. Я думал, что я в этом году вылечу на НДС, но пока не вылетел, Владимир Владимирович пересмотрел, и у меня еще годик есть без НДСный. Но даже если я вылечу на НДС, он все равно будет там 5%. Смешно даже звучит. Я что, буду суммарную нагрузку там типа 11% налоговую платить? Тебе повезло, а вот большинство россиян, которые работают официально в крупных компаниях, платят большие налоги. Так и есть. Я думаю, они даже этого не заметят. Вот изменение НДС коснется всех россиян с 20 на 22%. Но эти цены вырастут на 2% у тебя, потому что НДС же вычитается друг из друга, как такая матрешка. Что, ультильсбор ведут? Будут, значит, на наших тачках ездить. Ничего страшного. То есть со всеми угрозами, в принципе, мы справимся. Вообще, у меня никаких сомнений, потому что всегда справлялись. Тут же есть система сдержек и противовесов. Если мы не справимся, то бизнес закроется, государство будет хуже, налоги откатят. Но по факту, я думаю, что бизнес приспособится и будет нормально. Вот больше всего сейчас кто из бизнеса страдает? Я просто про бизнес больше знаю, чем про физлиц. Потому что для физлиц вообще сейчас ничего особо не меняется. Крупные предприятия, производственные предприятия. Они металлурги. Ничего вообще не увидят. Они увидят плюс 2% НДС, которые вычтут во входящем НДС и цены проиндексируют, и все. Я думаю, 0 будет изменений. Увидят мухлёжники, которые, например, либо дробились и показывали мелкий оборот меньше 60 миллионов, либо которые владели средним бизнесом, но сидели до сих пор на патенте. У нас же патент, по-моему, до 250 миллионов можно было. Я знаю дофига предпринимателей, которые платят патент там типа 50 по 100 тысяч в год, а у них оборот несколько десятков миллионов. Надо платить. Зафиксировали. А куда вкладывать деньги, когда экономику штормит, цены на квартиры растут, цены на машины растут, надо где-то брать деньги? Надо где-то брать деньги. Это два вопроса. Куда вкладывать и где брать. Да. И куда вкладывать, как я уже говорил, то есть в чем-то нужно разбираться как следует. И вот когда ты в чем-то разбираешься, у тебя появляется и вера, и уверенность в этом типе активов, и понимание, как там что работает. Вот в чем-то надо разобраться и туда вкладывать. Но, положа руку на сердце, я вижу, что большие состояния у нормальных людей формируются либо в акциях, либо в недвижимости, либо в каком-то миксе вот этих двух типов активов. Я говорил, что можно на облигациях нормально еще зарабатывать, но я знаю всего одного человека, который прям очень круто шарит в ВДО, и у него прям типа супер получается. Вот одного фаерщика на ВДО я знаю. Нескольких знаю на недвижимости и много на акциях. А где брать деньги? Работать, думать, как быть полезным миру. Вот как раз давай подумаем, что делать, если доходы падают, а цены растут. На вторую работу устроиться, как Лукашенко сказал, вторую работу, третью, у меня прям кругляшек где-то есть. Да, у тебя количество часов в сутках ограничено. Да, это прикольно. Я об этом на самом деле много пишу в Телеграм-канале, и всех прям супер сильно триггерит. У тебя есть очень простая метрика твоей эффективности как работника. Или как предпринимателя, если ты предприниматель. На самом деле не очень важно. Эта метрика — количество рублей
в расчете на активный час твоей работы. Вот сколько у тебя денег получается на активный час. Я в какой-то момент, сейчас я зарабатываю чутка поменьше, но в какой-то момент я зарабатывал примерно 500 чистыми. Я посчитал свои активные часы, а их было не очень много. Ну, мне там, знаешь, гормоны подводили, сил было мало. И в целом я не очень любитель работать, ягодка не для работы. И у меня было где-то примерно 20 рабочих часов в неделю, и примерно получается 100 в месяц. И вот 100 рабочих часов в месяц и 500 выхлоп. 5000 в час получается. И когда ты эту цифру в голове держишь, ты уже можешь понимать, а брать ли тебе подработку какую-то или не брать. Стоит ли тебе новый проект на себя навялить или не стоит. Я несколько раз рассказывал этот пример. У меня большая машина Volvo XC90. И я, знаешь, такой вот как... Ну, я любитель экономить. Я из бедной семьи, просто вот было голодное детство. Достаточно большую часть сознательной жизни я прям жил супер бедно. Я вот экономил все, там реинвестировал все в бизнес. Вот как, знаешь, фарщики учат. Каждый блок, да, антипотребление, лагом. Я такой думал, ну я типа обманываю систему. Я вот, значит, сейчас закажу фильтры, масло, вот эту вот всю фигню для Volvo, которая нужна на обслуживание на автомобильном рынке. Я в Самаре тогда жил. И, значит, сэкономлю, потому что в сервисе твари на мне наживаются. У них 1000 литров масла стоит. И я прям вот, у меня это занимало 2 поездки за город на автомобильный рынок. То есть я, прикинь, такой через весь город плюхаю, трачу полдня, чтобы чувакам заказать, что мне надо, там, фильтра, масла. Потом своими делами занимаюсь, а потом опять к ним еду за фильтрами и маслами, и потом еду на обслуживание. Вот я трачу, типа, день рабочий, чтобы сэкономить 2000 рублей или 3000 у меня на круг получалось. Я такой, типа, чем я занимаюсь, на что я трачу вообще свою жизнь? И вот эта метрика, когда ты посчитаешь свой выхлоп на час, она реально очень тебе обо многом говорит. Ты можешь нормально сравнивать между собой эффективность разных мест работы, подработок, там еще чего-то. Ну и, скорее всего, если вот, типа, вопрос, как зарабатывать больше, надо искать пути и как-то делать себя более полезным для компании, если ты работаешь как карьеру, либо менять компании на те, которые готовы больше платить. Мы же не деревья, корнями не приросли. Видишь, ты меня прям ковырнул, меня очень эта тема триггерит. Потому что мне часто пишут очень, что типа, Алексей, ты вот рассказываешь про инвестиции, там вся херня, у нас средняя зарплата 50 тысяч. Что инвестировать? И я такой, да тебе-то ничего и не инвестировать, конечно, когда у тебя 50 тысяч зарплат. Подумать надо, как не 50, а 100 зарабатывать. Давай такой повторю мысль, на самом деле правильно, я тоже об этом много лет думал. Время нужно оценивать, но в правильном контексте. Ты можешь за 1 час и вправду успеть очень много всего сделать. Вопрос, что самое главное в этом часе ты можешь сделать. И когда ты задаешь себе его, то ты понимаешь, что есть самые приоритетные задачи, а есть менее приоритетные. Вот твоя задача, чтобы быть эффективным, успевать в день делать самое важное. Многие не понимают этого, многие думают, надо сделать больше в количестве. Но часто, когда ты говоришь себе принцип, что нужно делать больше, туда не входит в этот список самое важное. И таким образом ты всегда отодвигаешь самое важное и берешь самое простое, но в большем количестве. Тебе кажется, что ты очень занят, что ты бурно работаешь, но в итоге ты стоишь на месте. И вот это такой, наверное, принцип как раз, почему многие из регионов уезжают и добиваются чего-то. Просто потому что они для себя как раз осознали, что время в регионе для них гораздо менее ценно, чем время, которое они потратят не в регионе. Но окей, регионы разные бывают. Тут, конечно, главное не вырывать из контекста смысл. В любом крупном городе можно добиться очень многого. Вот сложнее добиться многого в деревне. То есть, да, время там люди пашут одинаково. Но вот очень много дополнений. Давай. Первый рецепт, вот, чтобы жизнь не проходила зря. У меня, на самом деле, каждый день есть одно главное дело. Я стараюсь планировать не больше одного какого-то серьезного дела. Вот сегодня я к тебе на подкаст приехал, и это мое самое важное дело. Но, с другой стороны, я, конечно, типа из Петербурга в Москву приехал, чтобы у вас записаться. Но это непросто. В гостиницу там заселился. Но, типа, самое важное дело у меня одно — подкаст. Все остальное вообще ждет. Второй момент. Вот ты так немножко говоришь про деревни, а я люблю ездить на машине по России. И много наездил. В каждой деревне есть коттедж с припаркованным крузаком. Вот все вокруг наверное, да. Залуплово живут. А вот кто-то один нормально. И можно стать вот этим кем-то одним. Все зарабатывать много не будут, но тот, кто захочет, будет, если пути искать. Очень сильно меня еще триггернуло
по поводу много работать. Я вот только сегодня смотрел интервью, не буду говорить с кем, классный чувак, зарабатывает там порядка 1,5-2 миллиона в месяц. Офигенные деньги, вот, по любым меркам. И он рассказывал на интервью, как он тратит на разные вопросы документооборота по 3 часа в день. Я думаю, ты что, вообще дурной? Ты конченый? Тебе вопросы документооборота закроет удаленная помощница за 500 рублей в час. И ты вообще вспоминать об этом не будешь. Зачем ты тратишь свои супердорогие часы на это, свою жизнь? Получается, если мы говорим про увеличение дохода, то вот почему-то все думают, что надо в лоб. Ну, типа, знаешь, я просто буду больше херачить. Так не работает. Надо смекалку проявить. Вот когда смекалку начинаешь проявлять, начинают какие-то новые пути открываться. Там какую-то рутину кому-то отдать за копейдосы. Что-то там научиться, может, нейросетями делать, там, еще что-то. Вот я вообще, допустим, рутину не переношу и работаю блогером. И у меня сразу, естественно, там и видео не я монтирую, и обложки не я рисую. И я свои собственные видео первый раз смотрю на Ютубе, когда уже они выпустились. И меня часто спрашивают, а как ты не контролируешь? Я говорю, так я им плачу, чтобы они контролировали. Они лучше меня разбираются. Зачем я-то буду тратить? Еще могу дополнить. Многие скажут, что да вот, а кем работать, нет работы, а куда расти, все уже выросли, конкуренция высокая. В стране уже лет 20 говорят о том, что нужно повышать производительность. То есть на уровне страны все прекрасно понимают, что дельта между тем, где мы должны быть и где мы есть, она огромная. И вот там в процентном соотношении эту производительность можно повышать и повышать. Что это значит для обычного простого человека? Это значит, что чтобы вырасти, нужно просто быть адекватным. Ну, то есть, по большей части, нужно просто найти свою нишу, где тебе комфортно, где ты не страдаешь, и тупо развиваться в ней. То есть, вот ты в ней будешь развиваться, и ты будешь лучше, чем большинство. Потому что, к сожалению, есть часть людей, которых устраивает все глобально, да, то есть и они, ну, как бы они, в принципе, делают свою работу постольку-поскольку, и обойти их несложно в России конкурентный рынок. Если ты делаешь качественно, ты становишься заметным. У меня есть человек, который помогает мне разбираться с Ютубом. Ну, умным словом это называется продюсер, ну, как бы никому не понятно, короче, помогает мне делать хорошие YouTube-ролики. Присматривает там за мной, направляет немножко иногда, что-то ограничивает, когда я что-нибудь не то там нарешаю. И вот к нему часто приходят новые заказчики, и он не может с ними найти общий язык. Знаешь почему? Потому что заказчик хочет делать ровно такое же говно, как делал до этого, никому не нужное и неинтересное, но чтобы оно волшебным образом начало набирать просмотры. А так, к сожалению, не работает. И у чувака тупо не получается это объяснить. И если у тебя мало денег, то либо ты делаешь какую-то херню, которая миру не нужна, либо она настолько распространенная, что ее делают все, и поэтому ее купить можно. Поэтому нужно делать что-то, где конкуренции меньше. Вот у нас есть чатик инвесторов, и там ребята часто мне задают какие-то вопросы, а я периодически разбираюсь в разных вещах. И вот у нас есть Виталий, он живет в Крыму, тракторист. Реально работает трактористом, у него там многодетный отец. Ну, сейчас трактористы хорошо получают, к счастью. Да, в сезон. Вот сейчас зима, он прям пипец грустит. Но он работает трактористом, и он хорошо разбирается в дизельных двигателях, умеет их ремонтировать и так далее. И он говорит, слушай, а как вот, типа, инвестировать мне там не по 50 тысяч, не по 20, а по 150? И для него 2 ветки родилось, когда мы это обсуждали в чате. Всем чатом ему там идеи накидывали. Вот он рубит в дизельных двигателях. И можно чинить какой-нибудь трактор, который тебе будет платить там какой-нибудь, не знаю, там, фермер, который будет экономить, там еще что-то. А можно чинить Audi с дизельным двигателем или Volvo. Я недавно Volvo в Петербурге пытался записать на обслуживание в хороший сервис. Очередь 2 недели. Там за месяц можно даже. Да, я просто такой, типа, что, серьезно? Типа, вы 2 недели масло поменять? А я еще такой пришел в этот сервис, там чувак главный, который, собственно, со мной общался, он вежливый, он приятно пахнет, у него какие-то часы дорогие, он одет дороже, чем я. У него тачка в несколько раз дороже, чем моя. У него Volvo гибрид. Какая-то прям типа свежая 400 сил. Ну, я же хорошего искал. И, короче, я к нему пришел, они, значит, машину подняли, осмотрели, а я масло пришел поменять. И они такие, Алексей, вот это надо делать, 200 тысяч. Я говорю, вы что, псы? Я масло приехал поменять. Они такие, а как, говорит, ты думал, у тебя такая машина,
2025 год, к автомобилю подошел, 100 тысяч, так устроено? Вот надо, чтобы ты был таким, который говорит кому-то про 100 тысяч. И вот возвращаемся к нашему крымскому трактористу. Первая ветка — начать обслуживать дизеля не у тракторов и там не на фурах, а на дорогих тачках, где бабки платят, где конкуренции мало, где сложно. А вторая ветка — из обслуги превратиться в предпринимателя, поменять свое агрегатное состояние. Ну, если он рубит в тракторах, то как бы ему можно какой-нибудь ушатанный трактор купить, или там бульдозер, или ну вот какую-то большую технику, или небольшую даже, там какой-нибудь маленький копатель дизельный, и начать с его помощью зарабатывать деньги. И это другие перспективы. Да, здесь даже на самом деле не нужно быть предпринимателем, достаточно быть в хорошей команде, и у тебя, в принципе, все будет ок. За тебя подумают, тебе нужно только делать. У меня есть знакомый, он электриком работает. Вот так вот, там еще 3 года назад он только стал на этот путь в контексте как предпринимателя, работал в команде, и он не мог найти просто себе хороших товарищей, с кем можно делать проекты. Ему присылают проекты по 1 000 000 рублей, по 1,5 миллиона. Тебе нужно просто приехать, за 2 недели сделать и уехать. То есть там, сколько, прибыль там условно на каждую по 200, по 300 тысяч. То есть это достаточно хорошо. Это, к слову, о том, что простые люди сейчас получают больше, чем блогеры. То есть люди, которые умеют работать руками, которые знают свою профессию хорошо, узкопрофильные, они сейчас делают большие деньги. Нужно просто стать вот этим специалистом в какой-то конкретной нише. И тогда все будет, в принципе, и будут деньги на инвестиции. Но давай, чтобы далеко не уходить, мы сразу пойдем к следующим вопросам. Нет, погодь. Да, ну давай. Я прям, мне очень хочется проиллюстрировать этот тезис. Давай. Мы недавно охерели. У меня друган купил квартиру вот здесь, в Москве, прям недалеко от нашей студии. Пешком можно дойти минут, наверное, там за 25. Берег Москва-реки, Сталинка. Он делает там капремонт. И ему надо было сделать дырку в стене, по-моему, для приточной вентиляции. И вот ты открываешь стена в Сталинке большая, и нужны большие сверла, специальный перфоратор дорогой. Ну и аккуратно это надо сделать. Там пылесос надо, чтобы пыль собирать. Вот, короче, сделать дырку в стене в Москве стоит 12 тысяч рублей. Это прям вот стандартная цена на Авито. Если поискать, то находится чувак на 8. За 8. Да. Но за 8 у него очередь. То есть он купил себе сраный перфоратор за 300 тысяч и делает 4 дырки в день. 24 тысячи у него выхлоп. Так и есть. Мы даже в студии делали дырки, то есть там 3000 просто, чтобы человек обычной дрелью дырку прокрутил. Ну, то есть это так и есть. Поэтому возможности, они на самом деле, особенно, тут у мужчин, да, мы как бы более про мужскую историю, да, то есть в следующий раз позовем девушку, которая нам расскажет, как могут женщины зарабатывать. Поэтому подписывайтесь на канал обязательно. Давай поговорим про, если у человека есть 50-100 тысяч рублей, куда ему инвестировать, дай максимально простой алгоритм нашим зрителям. Максимально простой алгоритм. Да. Я не могу давать инвестиционные рекомендации, потому что я, во-первых, ни в коем случае не инвестиционный советник, и, упаси господи, не хочу им быть. Так что ваши деньги, ребята, это ваша ответственность, и я могу сказать, что я бы сделал. Вот я веду публичный инвестиционный портфель. И каждый месяц я как раз инвестирую порядка там 50-60 тысяч рублей в него. И я бы инвестировал в акции, потому что это очень сейчас удобно. Не надо там никаких сложных изучать договоров, еще чего-то. Есть удобное приложение. Если ты пользуешься Сбером или Тиньковым, прямо с приложения можно открыть брокерский счет себе сразу. То есть это прям вообще супер изи. На даже небольшую сумму можно взять несколько разных акций ведущих компаний. И вот я бы на месте человека, которому нужно инвестировать, чутка поизучал, что еще происходит, какие вообще акции есть, что там, кто куда инвестирует, что блогеры рассказывают, даже вот глубоко не погружаясь. И взял бы те компании, в которые он конкретно верит. Я думаю, однозначно в этом не будет большой ошибки, даже если цена на акции там в ближайшее время пойдет вниз, попозже пойдет вверх. Сейчас как бы экономику колбасит туда-сюда. Трамп сказал одно, потом сказал другое, потом сказал третье, и все вот так ходит. И человек через это начнет разбираться с акциями, и начнет все получаться. Если акции страшно, облигации можно купить, фондовый рынок. Зато человек начнет разбираться с нормальным вариантом владения активами. Вот с бумажными активами, без каких-то хитрых жопых схем, без каких-то вот, реально хитрых. Просто люди не понимают, как устроены риски. Если ты видишь какую-то доходность, не знаю, например, ты хочешь купить квартиру, в недвижимость инвестировать, например, и ты видишь какую-то классную квартиру, которая стоит в 2 раза дешевле рынка.
и будете давать, соответственно, доходность в 2 раза больше, чем у всех. Ну, как бы мы же склонны думать, что это мы красавчики, мы нашли офигенный объект. По факту нет. По факту, скорее всего, все остальные нормальные люди этот объект посмотрели, поняли, что там какая-то жопа, что-то с этой квартирой не так, и никто ее покупать не готов. И, соответственно, если ты видишь какую-то суперинвестиционную возможность, мы же живем в век открытости. Это значит, что остальные люди с большими деньгами ей не воспользовались. Значит, там говно какое-то. И нужно довольствоваться средней доходностью. Есть там средняя дивидендная доходность, средняя доходность недвижимости, понятно. Вот такие объекты покупать и искать. Но когда ты станешь профессионалом, можно находить уже вот что-то поинтереснее. Многие боятся рубля. Что с ним будет в 2026-2027 году и как защититься? Я тоже боюсь рубля, но я боюсь еще и криптовалюты, и долларов. Потому что валюта — это обещание. Это просто, по сути, резаная бумага. Основана на вере, как я уже говорил. Но конкретно у валюты есть еще один недостаток. Ее можно быстро напечатать. Сейчас даже печатать не надо, потому что все в безналичном расчете, в банках там нарисовать от Центробанка там перевод Сбербанку или кому-то еще, это даже печатать не надо. Поэтому мне не нравится вообще хранить валюты, и я не считаю деньги инвестицией. Это не инвестиционный инструмент и даже не инструмент накопления. Копить нужно в активах. Ну, либо, если ты копишь что-то большое, то тебе нужно копить в том, в чем у тебя это большое будет измеряться. Ну, например, вот если ты квартиру, как бы есть цель купить, то тебе надо правдами и неправдами как-то покупать квадратные метры чего-то в той локации, где ты хочешь квартиру купить. Может быть, взять какую-то однушку там с надрывом, комнату, коммуналку, еще что-то. Блогеры кричат, что рынок недвижимости — это пузырь, и он скоро рухнет, особенно в 2026 году, и что люди останутся без квартир. Так ли это? Или это все делается ради просмотров? Я думаю, конечно, ради просмотров. Я сам блогер, сам такой же несу. Но, конечно, нет, у меня про недвижимость нету роликов, но я не помню. Вот я сказал, что, с одной стороны, моя самарская квартира не росла в цене, но она и не падала. И я что-то не помню ни одного года, когда недвижимость упала сильно в цене. И что, как люди квартиры-то потеряют? Что произойдет? Зафиксировали. Что важно помнить каждому зрителю, чтобы быть счастливым в 2026 году? Чтобы быть счастливым в 2026 году? Слушай, хороший вопрос. Кажется, на прошлом подкасте я его не рассказывал. Ну, такая история из жизни. В какой-то момент я очень тесно общался с православным священником. Я сам не особо верующий, и он меня хотел прям вот воцерквить. Я тогда десятину на церковь жертвовал, отвозил. И нормально уже зарабатывал, привозил прям нормально ему денег налом. И мы много с ним общались. И он как мне сказал: Алексей, говорит, а ты знаешь, что у православного есть очень простая цель в жизни? Я, говорит, вижу, что ты ищешь. А я такой, ну, как это, типа, удивить меня, какая же? Я говорю, у православного есть цель — прожить счастливую жизнь. И я подумал, какую херню он несет. Но потом прошло, может быть, типа год или два. До меня дошло, насколько это на самом деле глубокая мысль. И вот если ты ставишь перед собой задачу прожить счастливую жизнь, то ее же можно декомпозировать. Прожить счастливый год, счастливый месяц, счастливый день. И я сейчас стараюсь, чтобы каждый мой день был счастливым. Чтобы он был устроен так, как мне нравится. И в целом вот сейчас моя жизнь устроена так, как я хочу. Некоторых вещей в ней не хватает, но вот суммарно общая структура, она ровно такая, как вот я хотел и мечтал там 10 лет назад. Поэтому, чтобы прожить счастливый 26-й год, нужно, чтобы он состоял из счастливых дней. А счастливый день зачастую это вопрос отношения к тому, что у тебя происходит. Алексей, большое тебе спасибо. Давай передадим пожелания с Новым годом. Что бы ты хотел пожелать каждому в Новом году самое искреннее? Самое искреннее я пожелаю счастья и изобилия. Изобилие — это такое необычное слово. Я его взял из одной книжки. Книжка называется «Счастливый карман, полный денег». Я очень рациональный парень. Я не очень верю, я знаю, что аффирмации работают, но я не верю в волшебство, в запросы во Вселенную и вот в эту во всю фигню. У меня есть друг, Дима Чарабаев, привет. Владелец достаточно крупного бизнеса, и он зарабатывает несколько десятков миллионов в месяц чистыми.
пару лет назад я отдыхал в Таиланде, и Дима тоже отдыхал в Таиланде. Я ему написал, говорю, братан, давай словимся. Но выяснилось, что мы в разных городах. Я говорю, у тебя как вообще дела? Он говорит, дела офигенно. Мы страцессию устроили и выписали Мишу Дашкиева. Это достаточно известный блогер, предприниматель. И я такой думаю, нифига себе, жизнь кипит ключом. И он, значит, рассказывает, вот, ну, такой вот прям на воодушевлении. А он тоже рациональный, он, программист, владелец айтишной компании, то есть вот не аффирмацией чувак. И он рассказывает, что Миша Дашкиев дал задание прочитать книгу «Счастливый карман полный денег» 5 раз. И я думаю, вы что там вообще... Секта. Ну, то есть поблагодарил его, но, естественно, делать ничего не стал. Ну, файлик тогда скачал. А потом, через несколько месяцев, я собрался к нему в гости за советом по бизнесу прилететь. Я тогда жил в Самаре, он в Петербурге. И такой думаю, блин, он же мне книжку советовал от чистого сердца. А я промотал. Думаю, ну надо прочитать, неудобно будет. Я ее читать не смог. Эта книга лютая, как вот фильм «Секрет», но как будто фильм «Секрет» на допинге и спидах одновременно. То есть просто... Я послушал эту книгу в итоге несколько раз. И там вот очень много про изобилие. И вот я, во-первых, людям желаю изобилия. Друзья, изобилия вам и счастья побольше. Богатство, изобилие, счастье. И прочитайте книгу «Счастливый карман, полный денег», если вы склонны к изменениям. Она многое меняет в голове. Круто, круто. Я всем пожелаю здоровья, спокойствия. Относитесь к сложным ситуациям как к моменту, когда нужно брать себя в руки и не уходить от вызовов, а принимать их с поднятым подбородком, потому что знаете, что вы способны на многое, и в вас уже заложено все, что вам необходимо для того, чтобы быть счастливым человеком. И у вас все получится. А мы перейдем к блиц-опросу. Ипотека в 2026 году. Брать или подождать? Если жить негде, то брать. Если есть где жить, то, наверное, подождать и копить за свои. Самый недооцененный инструмент прямо сейчас. Я думаю, российский фондовый рынок, реально. «Газпром». Отрасль, в которой точно будут деньги в 2026 году. У Сбера точно будет с папками порядок. Инвестировать 5000 рублей есть смысл или копейки не спасут? Копейки спасут, потому что появится привычка, и когда появится привычка, то и деньги вырастут. Финансовая привычка, которая спасает в кризис. Инвестировать хоть что-то. Знаешь, такая есть экспресс-диагностика. Ты в порядке или нет? Вот если ты хоть что-то заинвестировал в этом месяце, уже месяц не зря прошел, уже норм. Уже лучше, чем 99% людей. Прожиточный минимум просто человека сегодня равен? Ну, я думаю, 100. Сколько сейчас зарабатывает среднестатистический россиянин? Я недавно гуглил, в Петербурге медианная зарплата 85. Стоит подтянуть? Стоит потянуть, конечно. Большое спасибо, что пришел к нам на новогодний выпуск. Друзья, пожалуйста, реакции, комментарии обязательно. Мы читаем каждый, реагируем на каждый. Вы можете написать свое пожелание себе лично и нашим зрителям в 2026 году для того, чтобы ваше желание обязательно сбылось. Вот если вы напишете... присмотрим, специальные эльфы присмотрят за исполнением. Да, чтобы ваше желание сбылось, его нужно написать в комментариях. Это будет особенный магический выпуск. Мы вместе там поаффирмируем, загадаем, что все получилось. И подписывайтесь на Базар, подписывайтесь на Алексея в социальной сети Базар, ссылка в описании.